Он является токсичным и может содержать примеси канцерогенов. Опасность в том, что он может вызвать раздражение различные, это и крапивница, зуд, различные нетипичные дерматиты, ухудшать состояние кожи при экземе, может также вызвать даже аллергический кашель и покраснение белков глаз, если вдруг средство попадет на глаза. Данный компонент в Евросоюзе у нас запрещен для использования в средствах, предназначенных для ухода за зоной век и за губами. Данный компонент у нас может угнетать центральную нервную систему и являться причиной дерматита на лице. Привет всем! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Эльвира, и в моем экоблоге я показываю составы косметики, показываю, какие критичные компоненты могут содержать некоторые косметические средства, и говорю о натуральной органической косметике. Сегодня я хочу разобрать состав очень популярной сыворотки в последнее время. Это сыворотка для лица The Ordinary Niacinamide 10% плюс цинк 1%. Данная сыворотка канадского производства, есть она в объеме 30 мл и 60 мл, и стоимость ее в районе 1590 рублей. Сразу скажу, что данная сыворотка имеет рабочий состав, потому что вот этот вот компонент ниацинамид, он содержится уже сразу же на втором месте. Что такое ниацинамид?Ниацинамид — это у нас водорастворимый витамин В3. Он способен у нас убрать мелкие морщины, увеличивает синтез коллагена, уменьшает поры, оказывает очень сильное противовоспалительное действие, осветляет, выравнивает тон лица и убирает гиперпигментацию. Вот это вот все это у нас может случиться благодаря вот этому витамину ниацинамиду. Итак, данная сыворотка у нас подходит для любого типа кожи, и давайте смотреть состав. Смотрим на состав и видим, что в принципе первая половина, даже больше половинки, она у нас хорошая, то есть хорошие компоненты, зеленый, я бы так сказала, да. Но смотрим на конец списочка, и там мы видим 4 ингредиента, помеченных красным. Это критичные компоненты. Сразу скажу, что здесь 2 из этих компонентов имеют токсичные свойства. Так, давайте начнем. Первый компонент из этих красных — это изоцетет-20. Это синтетический компонент, поверхностно-активное вещество. Опасность его заключается в том, что он, как я и сказала, он является токсичным и может содержать примеси канцерогенов. Хочу напомнить, что токсичные компоненты, они у нас могут скапливаться в организме и приводить к таким заболеваниям, как различные опухоли и раковые заболевания. Лично я для себя такое не приемлю абсолютно. Следующий компонент — это этоксидигликоль. Это также поверхностно-активное вещество и компонент, который увеличивает эффективность действующих компонентов косметики. В чем опасность данного компонента? В том, что он может вызвать раздражение на коже, и опять-таки данный компонент, так же как и изоцетет-20, он также является токсичным. Смотрим далее, и здесь мы видим такой компонент, как феноэксетанол. Про него я как-то уже говорила в одном видео, здесь еще раз повторюсь, что феноэксетанол у нас выступает как консервирующее вещество, как отдушка, то есть он убирает из косметических средств все плохие запахи, оставляет только приятный такой аромат. И феноэксетанол у нас используется в средствах для отпугивания насекомых. Опасность в том, что он может вызвать раздражение различные, это и крапивница, зуд, различные нетипичные дерматиты, ухудшать состояние кожи при экземе, может также вызвать даже аллергический кашель и покраснение белков глаз, если вдруг средство попадет на глаза. Вообще, еще раз хочу сказать, что данный компонент в Евросоюзе у нас запрещен для использования в средствах, предназначенных для ухода за зоной век и за губами. И еще очень критичный компонент — это хлорфенизин. Он находится на самом последнем месте, в самом конце. И данный компонент, пока я изучала информацию, я увидела, такую информацию, что данное вещество стало причиной, по которой был снят с производства крем Momis Bliss Nipple Крем. Я, честно говоря, не нашла данный крем, не знаю даже, как он выглядит, но вот данный крем был снят с производства именно за счет содержания в нем данного компонента хлорфенизина.
По исследовательским данным, данный компонент у нас может угнетать центральную нервную систему и являться причиной дерматита на лице. Ну что, вот такой вот состав у сыворотки The Ordinary неоцинамид 10% плюс цинк 1%. А я хочу, конечно же, вам показать целых 2 альтернативных варианта. Это которые я только нашла, я думаю, их еще больше, которые имеют очень хороший состав, при этом такие же рабочие, эффективные. Также они содержат вот этот вот витамин В3, неоцинамид, и также хорошо работают и улучшают состояние кожи, но при этом не содержат никаких критичных компонентов. Данные сыворотки, это сыворотка для лица, так и называется неоцинамид, от бренда Spivak. Стоимость ее 249 рублей за 30 мл. И сыворотка БХА комплекс от Chocolate. Здесь помимо витамина В3 содержится еще комплекс полезных для нашей кожи кислот. И стоимость ее 400 рублей, также 30 мл. Давайте посмотрим состав сыворотки у Spivak. У нее состав такой же, ближе к сыворотке от The Ordinary, тоже такой же небольшой, в отличие от шоколада, потому что здесь уже состав более богатый, и сейчас мы до него тоже дойдем. Итак, смотрим на состав, и видим мы здесь также на втором месте неоцинамид. То есть данная сыворотка также будет очень классно работать. Помимо всего этого, данная сыворотка содержит гиалуроновую кислоту. Гиалуронат натрия – это низкомолекулярная гиалуроновая кислота, которая будет еще отлично увлажнять кожу. И салициловую кислоту, которая у нас очень хорошо работает на проблемной коже и также подсушивает, убирает воспаление. И пентиленгликоль содержит, который у нас, в принципе, тоже выступает как увлажняющим компонентом. И следующая сыворотка – это сыворотка БХА комплекс от Chocolate для проблемной кожи, себорегулирующая, и плюс к тому же содержит салициловую кислоту 2%. Данная сыворотка у нас от новосибирского бренда Chocolate. И выглядит она вот так вот. Также черная упаковочка, темное стекло. Есть такая защита от вскрытия. Правда, она такая слабенькая, я бы сказала. И давайте посмотрим мы на ее состав. Она также содержит неоцинамид. Смотрим на состав и видим, неоцинамид идет он также вторым по списку, но здесь просто содержится комплекс различных кислот. Это БХА кислоты, в числе которых и неоцинамид. Кроме того, в данной сыворотке у нас еще находятся различные экстракты трав, например, экстракт крапивы, березовых почек, эфирное масло ветивера. Данная сыворотка будет приятно пахнуть данным эфирным маслом. Экстракт мати-мачехи еще у нас здесь содержится. И также здесь есть гиалуроновая кислота, которая будет увлажнять кожу. В общем, я рекомендую данные эти две сыворотки, потому что они будут также очень классно работать, а также будут способствовать синтезу коллагена, убирать морщинки, убирать воспаления нежелательные на коже, очищать поры и сужать их. Но при этом без какого-либо негативного влияния на организм и без каких-либо токсичных компонентов, которые будут скапливаться в вашем организме. А на этом у меня все. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока!